Российско-польские отношения серьезно осложняют события, произошедшие весной 1940 года. Тогда сотрудники НКВД расстреляли более 20 тысяч польских военнопленных. Это было сделано по приказу высшего руководства СССР. Событие вошло в историю под названием Катынский расстрел. По названию леса в Смоленской области, где было обнаружено массовое захоронение. Расстрелы также производились в Харькове и Твери. Причастность советского руководства была признана Горбачевым, а затем Медведевым. В Польше установлен памятник жертвам этой трагедии. Теперь рассмотрим события, которые привели к преступлению и последовавшие за ним. В 1933 году нацистская Германия и СССР заключили пакт Молотова-Риббентропа и разделили Польшу. В плен Красной Армии попало около 250 тысяч польских граждан. Советская пропаганда называла Польшу буржуазным и нежизнеспособным государством, утверждая, что вторжение направлено на защиту белорусов и украинцев, оказавшихся на территории Польши после войны 1920 года. В марте 1940 года приказ о расстреле военнопленных подписали Сталин, Берия, Молотов и другие руководители. Когда Германия напала на СССР, советская пропаганда стала называть Польшу братским народом, страдающим от гитлеровской оккупации. Советское руководство до конца своего существования обвиняло в расстреле Третий Рейх. Союзники СССР, США и Великобритания закрывали глаза на трагедию, чтобы не портить отношения. Признание вины произошло только после распада Советского Союза. В 1990 году Михаил Горбачев впервые признал ответственность НКВД. В 1992 году Борис Ельцин передал Польше секретные документы, подтверждающие приказ Сталина и Берии. В 2010 году Госдума РФ официально признала вину СССР, а Дмитрий Медведев назвал расстрел преступлением сталинского режима.